Подписывайтесь на телеграм-канал, ведь все актуальные новости именно там. Также обсуждаем футбольные и околофутбольные темы в отдельном чате. И присутствует мой личный офф-топ. Также есть группа ВКонтакте, ссылки на все в описании. Пока Konami переносит следующий сезон в eFootball на следующую неделю, конкуренты не дремлят. У FK24 выходит обновление с Евро 2024, а UFL наконец-то открывает бета-тестирование. И именно о последнем все разговоры за последние несколько дней. До чего же греха таить, при отсутствии как таковой конкретики по eFootball, по сути, единственное, чем мы занимаемся, действительно обсуждаем UFL, и сегодня предлагаю заняться тем же самым. Ведь с момента проведения альфа-тестирования, наконец-то мы смогли прикоснуться публично к этому продукту, посмотреть на него все вместе и, так сказать, сделать какие-никакие, но все-таки выводы. Поэтому это будет первое впечатление от в целом проекта, игрового процесса, и в целом попытаемся дать ему оценку, есть у него какой-то потенциал или же нет. Ну а перед началом не забывайте оставлять свои комментарии и поддерживать это видео прочей активностью. Ну а мы начинаем. Playrock.com вернулся и запустил крупный розыгрыш на 500 тысяч рублей. Первые 3 победителя получат игровой ноутбук, iPhone Pro Max и PlayStation 5, а с 4 по 10 место получат по 5000 на баланс. Подписывайся на соцсети и получи 1 билет. Пригласи друга и получи еще 2 билета, а 4 билета ты сможешь получить за покупку любого товара от 500 рублей. Самое время купить то, что давно хотел, и получить билеты для розыгрыша. Покупка происходит в пару кликов. Выбираем нужный товар, оплачиваем удобным способом. Теперь оплата по зарубежным картам доступна с любых стран. Получаем данные от аккаунта в чате с продавцом. Теперь я получил еще 4 билета. Ждем результаты, которые будут 18 июня, а победители будут объявлены в прямом эфире на YouTube-канале Playrock. Скорее переходи по ссылке и участвуй в розыгрыше. И первое, с чего хотелось бы начать разговор о UFL, так это с похвалы. Ведь по сравнению с той же eFootball, контент бета-игры, которая до сих пор не получила полноценного релиза, даже в ней функционал помимо футбольных матчей намного обширнее, нежели в нашей привычной eFootball. И помимо матчей, вы также можете всячески взаимодействовать со своей командой. То есть в рамках бета-тестирования разработчики выкатывают не только возможности покатать матчи против друг друга, по сути, они выкатывают, если не весь, то по крайней мере большинство из возможного функционала, который мы должны получить на релизе. И все эти возможности редактирования команды, приобретения карточек, паков, матч-пасса и прочее, что нас ожидает в игре, оно присутствует и на данный момент. И по сути вы можете к этому прикоснуться. И единственный отрицательный момент всей этой темы заключается в том, что разработчики не объясняют как таковые правила взаимодействия со всем этим. То есть у нас есть скины, но разработчики толком не объясняют, что они дают, как их приобретать, стоит ли их приобретать или же можно на них, грубо говоря, забить и так далее. То есть это все есть, это все можно использовать, приобрести, даже применить, понять, как это работает, но без помощи самих разработчиков. И это, как по мне, такое небольшое недопущение. Но, с другой стороны, целью разработчиков является совершенно не это, а именно то, как игру примут по части игрового процесса, что понравится, что не понравится, что переработать, что исправить, и так далее. И еще не приступая к игровому процессу, также хочется отметить, что в игре доступна достаточно обширная кастомизация вашей команды, точно так же, как и в альфа-тестировании. В рамках бета-тестирования вы всячески можете обновлять свою команду. Также то, чего нет в eFootball, но, по крайней мере, присутствует в FK. В принципе, что раньше, что сейчас. А именно, вы можете ставить любой логотип для вашей команды, можете выбрать любую форму для вашей команды, будь то домашняя, гостевая или даже третий комплект формы. И для каждого из футболистов вы можете выбрать специальный вариант того, как они будут выглядеть. Будет ли у вашего футболиста заправлена футболка, или высокие, или же низкие гетры, будет ли он играть в красных бутсах или же в розовых. Конечно же, это далеко не основная составляющая игрового процесса, в целом футбольного симулятора, но согласитесь, что какое-никакое разнообразие и в целом свой интерес в этом все же присутствует. И, например, играть в eFootball куда было бы увлекательнее, если бы в нем было нечто подобное, согласитесь. Что интересно, также присутствует отдельный магазин, в котором можно все это докупить, а именно бутсы, перчатки для голкиперов и так далее. И помимо, скажем так, стандартной экипировки, которая разработана самими разработчиками по собственным дизайнам, также присутствует
вкладка с лицензионной экипировкой, и я так подозреваю, что в недалеком будущем разработчики рассчитывают на потенциальное взаимодействие с теми же Nike, Puma, Adidas и так далее, чтобы выпускать какие-то модели бутс, перчаток именно в сотрудничестве с ними. Ну, по крайней мере, эта вкладка находит свое отражение в тех же логотипах и формах, в которых представлена реальная форма, например, того же Монако или любительского клуба #United, которая также является реально существующей командой, хоть и выступающей в этакой иностранной медиалиге. Но, по крайней мере, их форма и логотип их команды в игре также присутствуют. Что же касается игрового процесса непосредственно, я думаю, что это буквально-таки тема для отдельного ролика, скажем так, потому что здесь есть где разгуляться, но в целом, если вот взять краткую выжимку из всего того, что у меня есть на уме, то, в принципе, геймплей, ну, крайне прямолинейный, но и не такой плохой, как может показаться на первый взгляд. То есть, имеющиеся анимации, в принципе, выглядят плавными, и не сказать, что они какие-то прям вот уж чересчур деревянные. То есть, мы различаем движения, и непосредственно то, как выглядит анимация. И выглядят они очень даже плавно. Но что касается веса движений, в целом самих движений непосредственно, логики, с которой осуществляются эти действия, происходит то или иное событие в матче, это иногда, конечно, не поддается никакому объяснению, потому что иногда мяч отскакивает как-то странно от футболистов, иногда ты не чувствуешь, когда ты отдаешь сильную передачу, когда отдаешь слабую передачу. Как я неоднократно отмечал по ходу прямой трансляции, а все это дело мы смотрели в рамках стрима, крайне прямолинейные удары и передачи, и в случае, если с ударами еще можно хоть как-то извернуться и пробить, скажем так, точным образом, зажав определенную кнопку точного удара, точно так же, как и в ФК, и в eFootball, то в случае с пасами разнообразие уже чуть поменьше, и большинство из них, но по большей части они прямолинейные, как ни старайся. Также, как я неоднократно отмечал непосредственно на стриме, игра совершенно меняется в собственном движении, в темпе, когда вы зажимаете кнопку рывка. Как-то ни странно, футболисты двигаются по-разному. Зажимаете вы кнопку ускорения или же нет. Но вся разница в том, что вы не можете проконтролировать конкретный момент, когда вы отпускаете и зажимаете кнопку рывка. Потому что если вы ее зажимаете, сразу проигрывается иная анимация, сразу меняется, скажем так, вес последующих движений футболиста. И это происходит как-то резко, неожиданно, что вы даже не успеваете сконцентрироваться. И, как правило, в моменте вы можете не успеть отпустить кнопку рывка, а если даже и отпускаете, то рывок прекращается не сразу, футболист не понимает, что вы это сделали, и еще какое-то время продолжает бежать вперед. То есть вот какие-то метаморфозы с геймплеем происходят именно во время того, когда вы зажимаете рывок. И не хватает вот таких вот небольших промежуточных анимаций, чтобы было заметно, когда вы отпускаете рывок, когда вы, наоборот, нажимаете на рывок, потому что все происходит как-то резко. Вот он резко срывается с места, вот он резко прекращает бежать. Но при всем этом не может резко повернуть влево, вправо, потому что вот вы отпустили рывок, он как-то вот в моменте затупил. Вот такие моменты, конечно, тоже смущают. Но делают ли подобные моменты геймплей неиграбельным? Да на самом деле нет. В принципе, повторюсь, все не так плохо, как выглядит на самом деле, и в принципе, если разработчики прислушаются ко мнению игроков, прислушаются к объективной критике со стороны игроков касаемо игрового процесса и будут это дело всячески исправлять, редактировать, улучшать, то очевидно, что у этого есть потенциал. То есть все далеко не так плохо, как может показаться. Да, конечно, все эти сравнения с предыдущими частями FIFA, PES, какими-то мобильными футсимами, оно, конечно, в каком-то смысле имеет место быть, но и с другой стороны, опять повторюсь, не все так плохо. Является ли UFL убийцей FIFA или же eFootball? Конечно же нет. Является ли оно конкурентом? На данный момент тоже нет. Но все основания для этого в будущем. Потенциал у игры есть. Ну а ваше же мнение, дорогие друзья, я буду ждать в комментариях под этим роликом. Как вам UFL, если вы также ее заценили? Понравилась ли она вам? Зацепили ли вас какие-то фишки помимо геймплея непосредственно из самой игры? Пишите, буду рад ознакомиться. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, а канал подпиской и колокольчиком. Я же всех благодарю за просмотр и желаю вам всем приятной игры, неважно в какой именно симулятор. Всем пока!